Доброе утро, дорогие друзья! Грибная банда Калининграда приветствует вас на своем канале. Надеемся, что утро действительно доброе. Время 7 утра. Мы на Виштенецкой возвышенности. Попробуем набрать беленьких грибов. Что из этого получится, смотрите в нашем видео. Видео сегодня не совсем обычное. Мы хоть и маленьким составом банды, но у нас есть маленький нюанс. У нас один из участников банды, Оля, она полноценный участник банды, но она имеет маленькую физиологическую особенность. Она слепая. Абсолютно слепая. Ребята, это не хайп. Просто хотим показать эмоции. Хотим передать вот те чувства, которые испытывает человек, слепой человек, ограниченный в своих возможностях, когда собирает грибы. Это что-то, если честно, если бы вы видели, если бы вы вот эмоционально поняли состояние человека, гамма чувств, которые она передает, когда она смотрит грибы, это что-то, это вот, ну, это даже как-то волнительно. Смотрите наше видео. Не знаю, насколько получится у нас передать все эти эмоции. Итак, мы начинаем. Николай, колечко двигается. Это правда зонтик, да, получается? Зонтик. Самый настоящий. Будем пробовать. Первый раз в жизни попробую, что такое зонтик. Самый Говорят, настоящий. скляри очень вкусный. Вот такая штучка. Да. Вот получается вот это, да? Берется только Вот ножка. вот. Берется только ножка. Шляпка. Наоборот, да. Вот Шляпка, да. Вот все. Раз, оно... Ой, сломать боюсь шляпку. Вот оно двигается, колечко. Да. Туда-сюда ездит. Красавицы лисички дорожками. И вот такой мой первый красивенький беленький. Первый. Спасибо старичку лесовичку. И стоило нам зайти в елки, белые пошли целыми дорогами. Вот такие экземпляры стоят, ребята. Вот такой большой. К нему даже не пойду. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, лисичковое поле, 24, 25, 26, 27, 28, 29, вон там вон вдалеке 30. И так оно продолжается весь бугор. Вот так нас лесовичок радует. Смотри, какие тут два белых. Ну-ка покажи. Сейчас. Ой, беленький. Здесь тут один. О, офигеть какой! Ты посмотри, какая у него ножка длинная. Шикарный белый. Клади к себе.
Чистоган. Супер. Вон еще. Супер! Более Он коричневатый. староватый. Он уже все. Ну оставляй тогда. Смотри, еще тут покрутись. О, вижу. Ага. Там вообще с черной шляпкой. Да ты чё? Типа сосновые боровики. Вон еще один. Офигеть. Толстоногий. Первач. Смотрите, Супер. какой. Супер. Отлично. Вон еще. А там два, подожди, там с двумя корнями даже. Да ты что? А, это два. Три. Офигеть. Еще чуть вперед. Ага. Слышите? Это круть, это все, это отвал башки. Он какой-то тройной. Офигеть. Смотри, на одной ножке 3 гриба. А это даже сросшиеся. Ой, вообще суп шикарный. Кладите. Да. Только обрежьте. Угу. Ищите еще. Поверьте, ребята, тут нет никакого хайпа. Просто хочу показать стремление человека к природе. Да, у нее есть отклонение от нормы, да, она не видит, но человек все равно ходит в лес. Поверьте, она даже с нашей группой, она выезжает уже не первый раз. И этой семье можно позавидовать. Позавидовать их взаимоотношениям, ну, не каждый человек, я имею в виду Алексея, так сможет. Ребята молодцы. Очень большие молодцы. Я понимаю то, что Виштынец это не легкий маршрут, будем говорить так. Даже очень сложный маршрут. Но Оля, она очень давно просилась пособирать белых. Причем белых, чтобы было много-много-много. И вот она в выезде, вы не представляете, какие у нее впечатления. Она аж как ребенок радуется все это. Радуется всему этому. Вот, ну как не радоваться вот такому изобилию грибов? Это же лисички вообще полями. Вы даже не представляете, сколько их. Лисички. Вы не представляете, сколько белых. И тенденция идет. Ребята ездили в Краснознаменск. В Краснознаменске гриба тоже много. Но 80% его червивого. Виштынец рулит, господа. Очень много белого. Очень много белого. Надо просто смотреть, искать. А это поддубовик. Это крапчатый дубовик. Это обманул, это не белый. Ну да, судя по ножке срезаешь, должен посинеть. Вот он, чистый дубовик крапчатый. Ну там-то рядом белые. Красавчики белые. Ребята, ну как не радоваться вот таким вот экземплярам. Вот смотрите, какие красавцы стоят. Обалденные. О, лисички. Супер, берем. Я тоже сорву.
Иди ко мне. Ой, ведерко. Еще здесь одна. Отличнейшая. Ай, ты моя тетюлечка. О, Что там? зубовик вижу. Офигеть. Давай берем. Здесь это один. И тут крепыш стоит. Как? Слышите, это просто, это нечто. Посмотрите, Ух ты. какая она... О, этот слизняк. Мочи его. Вон берег, там крепыш. Давай второй. Ой, смотри, какой хороший. Супер. К себе? А то, давай сюда тот тоже. Ага. Держи. Слышите? Решение. О, белый. Офигеть. Крутые. Нападай. Офигеть. Староват, но надо проверить. Ножка хорошая. Сейчас посмотрим еще один. Слышь, не, это совсем. Пусть на рассаду Ладно, идет. пускай стоит. Пойдем дальше. Грибное место. Отличное место. Надо, чтобы Николай все это координаты забил. Ребята, вот этим взаимоотношениям можно позавидовать, честное слово. От всей души позавидовать. Мне вчера на электронку, вру, не на электронку, в Инстаграм написали смысл ваших видео. Если вы не кидаете точных GPS координат, почему я должна тратить своих 30 минут и смотреть то, что как вы собираете грибы? Я чуть не офигел. Человек просит открытым текстом дать ей GPS координаты того пня, под которым я резал. Причем я ее переспросил. Она говорит, да. Коля, подайте голос. Я полчаса на вас потратила свое время. И вот смотрите взаимоотношения. Человек, которому надо просто GPS-координаты скинуть точки. И человек, который два раза в неделю, абсолютно слепой, но он выезжает за грибами. Она выезжает за грибами. Оля молодец. А Алексей, ну, памятник таким мужикам надо при жизни ставить. Дождевички такими кучками уже пошли. Ребята, вот когда они такой зефирной свежести, очень-очень вкусные. Можно жарить. Просто взял на сковородку, порезал. Можно с яичницей. Очень вкусное. Вообще дождевик это из шампиньонов. А вот лесовичок наградил и желтобурым подосиновичком. Вот такой красавец стоит на границе с елками. Взгляд отвел, увидел белый. Сейчас покажу. Вот он какой красавец беленький. Зонтичная страна. Зонтичная. Такие лопухи стоят. Красавцы прям. Вот такими дорожками. Красивые. Вот такие лопухи. Ребята, настоятельно рекомендуем. Деликатес. Очень вкусен. Зонтики. Пятаками. Сегодня, конечно, не получилось найти ведьминых дорожек из зонтиков. Но их достаточно много. И тут же в кустиках полянки рыжика.
настоящего рыжики. Ребята спрашивали, берешь, ну он этот убитый, вот этот вот, возьму сейчас срежу. Вот видите, каемочка ярко-оранжевая. Ямка, ну это червивый. Сейчас найду какой-нибудь более хороший экземпляр. Вот этот вроде бы пободрее. Обрезаем. И вот такая каемочка по краю ножки. Ярко-оранжевая. Вот это чистый рыжик. И вот, ребята, к вопросу к тому, что если в Калининградской области растет или нет настоящий грусть. Я сейчас вам срежу белый грусть. Вот такой вот он. Вот такой вот классика жанра. И теперь скажите, что он у нас не растет. Единственное, что не могу точно определить, просто не знаю разницу между так называемым, между сухим и мокрым груздем. Может, кто подскажет разницу, какой это, сухой или мокрый груздь? Интересно просто. Но факт то, что они растут. Растут локально, но они растут. Их можно. Ну, я не сказал бы, чтоб много, но можно набрать. Так что, ребята, вы самые сегодня хитрые в том отношении, в том, что мы сейчас проходили последний герой по елкам, по этим, все по самой не балуйся. Ой, это было жестко, честно слово. А мы на одном пятаке тут крутились и несколько наших грибов и куча лисичек. Понятно, ну это хорошо. Это хорошо. Виштынецкий лес еще то испытание, честно. Перепады высот очень большие. Все-таки, ребята, Виштынецкий лес, Виштынецкая возвышенность по-своему прекрасна. Очень красивый лес. Да, буйраки, в этом отношении он очень сложен. Перепады высот очень большие, склоны по 100, по 150 метров есть. Но разнообразие грибов, оно радует. Вон польские белые стоят, так называемые. Польские белые. Вон сыроеги. Вот польский белый. Польский белый. Лисичка. Лисички довольно-таки много. Находили все, что хочешь. Находили подосиновики, находили белые, находили грузди, находили рыжики. Ну, вообще гриба очень много на самом деле. Вот желто-бурый подосиновик стоит. Вот такой красавец. Чистый. Обалденно чистый. Вон польские белые стоят. Гриба очень много. Гриба очень много. Ребята набрали. Я думаю, все довольны. Ольга, ну, вы просто не передать эмоции, насколько рад человек. Рад человек тому, что выбралась просто в лес. И человек, повторюсь, 2 раза в неделю ездит за грибами. Причем они ездят просто методом тыка.
выбирают лес и едут, куда глаза глядят. Но думаю, сегодня они набрали гриба. Чуть позже у них уточню. Сейчас уже скоро будем сворачиваться. Прошло довольно-таки много времени. Сейчас время 11. Это получается 3 часика. Во сколько мы зашли, я не помню. В 7, 4 часика. Как-то так. Не зря все-таки называют Фиштинец страной зонтиков. Вот такие все-таки мы нашли ведьмины дорожки из зонтика. Вот такие красавцы, вот такие их полянки. Обалденные. Вот сколько зонтика, сколько деликатеса. Ребята, подскажите, может я ошибаюсь. Цесарский гриб или цезарь. Это вот этот или не вот этот? Видите, как он с яйца вылупляется. Он или не он? Подскажите в комментариях. Мы сейчас, наверное, 1,5 километра от дороги. Ходим, собираем гриб. Но тут, походу, вот какие белые по дороге режем. Но, походу, какая-то девушка заблудилась, потому что, слышите, кричит через каждую, не знаю, 3 минуты. Пойдем спросим, что у нее случилось. Почему она кричит благим матом? Скорее всего, заблудилась. Чип и Дейл спешат на помощь. Перепады, конечно, жесткие. Лена, чего ты там кричишь? Нашла ее, нет? Ну, мы подходим прям, вот, да, она говорит, на дороге я стою. Так что, она заблудилась? Я не знаю, мы еще не дошли, сейчас дойдем. Сейчас Николай вам крикнул. Все, понял, сейчас я подойду, минутку. Вот это приключение. Ну что, нашли ее, нет? Да. Что, она потерялась или что там? Потеряла, своих потеряла. А что она кричит благим матом-то? Спроси, это не та Свет? А, вот она уже стоит. А вас не Света зовут? Там просто в 14 квартале мы когда были, в 14 квартале были, какой-то мужчина все Свету кричал. Это отец ее, он инвалид. Он Да. не может, ну, на машине Да? не может проехать. Ага. Довезли бы меня туда, вот тут недалеко. Если в том месте... Сейчас, ребят, все прекращаю, пока сейчас объясню. Да не, Не, у них на заднем сиденье ребенок лежит, как они посадят? Ну, тут единственный какой вариант, который я вижу, можно вот 780 метров до нашей машины, мы вас тогда отвезем. Смотрите сами. мне, я не так за себя, потому что я на дороге, все равно уже бы. А они, вон там еще и Сашка, он инвалид. Это его... Он в машине сидит или по лесу гуляет? Тоже по лесу Ну, гуляет? я, когда она пошла, Светка, и я пошла, а он в машине сидел. Ага. Потом когда я снова спустилась, вот так, там сопка как бы вот так. Ну да. Вот. И он сидел на лавочке, а мужчины строили какой-то как полог, натягивали. Ага. Я могу единственное, или же, и... По дороге, ну там тяжело.
пошел по вот этим. Николай. А тут до отворотки 1,5 километра. Ты чё? А потом еще. Ну пошли. Ну просто по дороге-то будет легче идти, чем по вот этим буеракам сейчас лазить. Пошли. Ребят, Народ, пошлите. пошли, народ, тогда. Пошли, проводим, а потом вернемся к своей машине. Ну вот, как-то так вот, ребят, неожиданное приключение. Посмотрим, чем оно закончится. Найдем ли мы, ну, будем говорить так, мужа потеряшки. Будем идти 1,5 километра. Настоящая банда бабушку заблудившуюся выводим к ее машине. Ну вот, плюсик в карму. Подписывайтесь на наш канал. Грибная банда Калининграда. Ребята, искренне надеюсь, что мы бабушку выводим к ее машине, если ее тут не оставили. Но просто это вот точка, где как раз мы слышали, видели машину и слышали мужчину, который искал какую-то Свету. Оказывается, там дочка. Ну вот мы вышли на дорогу. Они... И странно, машины нет. Вот на этой точке стояла машина. Странно. Вот это поворот. Вот это приключение. Думал, это быстро кончится. А сейчас и машину потеряли. Вот тут стояла машина. Вот следы разворота. Вот стояла машина. Сейчас ее тут нет. Странно. Она сама с Гусева, она сказала. Сейчас у нас варианты, я не знаю, что делать. До дома ее только довозить, если. Ну, А если- мы сейчас по лесам ее тут искать будем? А если ее тут Она сейчас потому что будут даже номер назвать не может телефона, ничего она не может сказать. Понимаете, в чем дело? Сколько мы вот будем? Как бы по лесам, по лесу кататься тоже вообще не вариант. Тут дорог, сколько тут этих дорог? Сколько мы тут будем? Ну что, ребят, тогда сворачиваемся. Сворачиваемся и довозим, значит. Сворачиваем. Давайте мы все равно поедем через Гусев, вас отвезем. Отвезем домой. Но вот только и всё. единственное, тут Ну, единственный надо вариант. с родственниками. Не гомони, Да. пожалуйста. Ну, там свяжемся, выйдем. Мы Надо- сейчас, нет, просто тут такой вариант. Если мы сейчас вас подвезем, мы вас отвезем до Гусева, вас никто не останется тут искать. Может, вас тут ищут в лесу. Он не будет искать, Сашка, он. Ну, он инвалид. А вот доехать бы до того места. Вот тут стояла ваша машина. Где вы были? Вот. Ваша машина вон там стояла, вот. Вот тут стояла машина, вот следы разворота. Потом уехали с этого места. Вот как мы показывали где, Ну, там Сашка этот встал, а мы со Светкой пошли. Я на одну сторону, Светка на другую. Ну там немножко мы прошли и пошли. Опять пришли. Сашке, я и Сашке и говорю, вот, ну как, чтобы он не кричал, посигналил мне, чтобы выйти. Еще кто-то на это там. это по соседней трассе еду. Пошлите лучше, я говорю, такой вариант. Мы вас сейчас довезем, дойдем до нашей машины. Выедем сначала, где связь. И попробуем им поднабрать. Номер-то она знает. Если они здесь, то они... Если они уже хоть кто-то. Они будут недоступны. Все, ладно. Ребят, давайте мы пока Что-то надо делать. прервемся, а потом вам расскажу, что будет. Итак, ребята, на этой ноте мы заканчиваем наш репортаж, наш очередной выпуск.
Наше решение: мы сейчас едем в Гусев, отвозим бабушку. Даже в том случае, если ее родня, вот он с какой белый, подождите, отвлекусь, сейчас покажу. Да, пузатик такой. Вот такой вот. Смотрите, красавец Красивый. какой вдоль дороги. Так вот, даже в том случае, если ее родня позвонит 112, ориентировка все равно, каким боком все равно придет в ПСО Запад. А ваш покорный слуга является волонтером ПСО Запад. И я смогу руководителю просто позвонить, я Кате позвоню, предупрежу, что в случае того, что если ориентировка будет на Виштенец, мы бабку вывезли. Ничего сложного. Думаю, это будет самое правильное решение. Время уже, извините, четвертый час. И он рыжиков щипают. Наверное, уже будем здесь. 4 час времени. И Лезь под елку, лезь там. бабушка же не будет ночевать в лесу, согласитесь со мной? Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Улов, к сожалению, в багажнике. И у нас пока мы не сможем ничего показать, потому что надо дойти до машины. А часть улова вместе с Олей, с Алексеем уже уехали. Они уехали домой. Мы остались тут еще. Всем спасибо еще раз. Подписывайтесь на. Ну вот, нашли мы бабушку, вернее, нашли хозяев бабушки. Ты на дорогу. Это мне надо им рассказать. Присаживайтесь. Нашли бабушку, она вот тут на дороге стояла, кричала. Ну так, а мы-то не слышим. А вы стояли в том квартале, вы уехали, мы за вами как раз. Все хорошо. Спасибо большое. Все, ладно. Можно сказать, ребята, можно сказать, один поиск минус. Вчера, кстати, 3 поиска в лесу было. Спасибо, ребята, за просмотр. Еще раз. Как бы заканчивается, вы попросили у Оли дать интервью. Ребята, это был замечательный день. Он был непростой, но мы дошли с 3 ведрами на 2. Офигенное количество белых, супер грибы. Николай наш лидер. Вступайте в грибную банду, подписывайтесь на наш канал. Ура! Спасибо большое, спасибо, Оля. Спасибо за столь лестные оценки. Спасибо.